Приветствую, господа! Лично я не могу сказать, что являюсь мастером перистого меча, поэтому большая часть информации мне была предоставлена игроком под ником Едалай, который известен в наших узких кругах своим умением играть на этом оружии. Скажу сразу, я не буду показывать, как делается глич бесконечного спецприема перистого меча. Если захотите, сами найдете видео о том, что это такое и как это делается. Благо, таких на ютубе полным-полно. Тем, кому не повезло встретиться с этим в бою, могу посоветовать попробовать хардсвапнуть Цестус и прожать непоколебимость. Далеко не факт, что это поможет выйти из комбы, но можно как минимум попытаться. Перед началом видоса пару слов об особенностях перистого меча для тех, кто по какой-то причине не в курсе. Перистый меч является, на мой субъективный взгляд, лучшим медленным оружием с гиперброней в игре, благодаря своему спецприему, который выводит на комбинации и который можно отменить в любой момент, кроме самого начала. Данное оружие многие предпочитают использовать в силовом или quality билде, чтобы было больше урона, однако Едалай рекомендует Dark Build, чтобы было проще играть против щитов, а также потому что в целом много свапов в данном билде не требуется. В основном это свап на арбалет, тесак или кинжал с квикстепом. В данном случае все эти оружия лучше всего себя показывают именно в Dark билде. Начнем, пожалуй, с того, что перистый меч не может панишить на реакцию атаки противника, если речь не идет о гипертяжелых оружиях. Соответственно, основная игра идет через предсказание действий оппонента, на предикт. То есть атаку нужно прожимать заранее, пытаясь правильно угадать действия противника. Это можно делать при помощи изучения повадок оппонента во время боя, находясь примерно на линии, где кончается радиус его оружия. Также в этом помогают байты. Самый основной байт перистого меча — это отводка нейтральный R1 назад. Здесь главное нужно учитывать расстояние, чтобы не получать лишний урон за кривые отводы назад. При игре против тяжелых оружий уже появляется возможность панишить некоторые атаки на реакцию. Также можно использовать спецприем, поскольку его можно отменить в любой момент. Однако это слабо применимо против более опытных игроков. Важный момент. Перистый меч может выходить при помощи своего спецприема из гарантированных комбинаций тяжелых оружий, если стоять перед попаданием по вам спиной. Поэтому стоит чаще находиться к противнику с тяжелым оружием без таргета спиной, для того чтобы выйти из комбинации при необходимости. В первую очередь хочу сказать, что в обычных дуэлях против легких оружий или против тяжелых пытаться гиперабьюзить баланс нет смысла. 40 баланса вполне достаточно. Меньше уже, конечно, не стоит. Тем не менее, есть несколько матчапов, где баланс важен. О первом чуть позднее. А второй — это матчап против Клеймора. Там нужно иметь 42 плюс баланса, чтобы его перебивать. Однако копье Лотрика ради повышения баланса использовать не стоит. Эффективнее будет свапнуть сет потяжелее и надеть кольцо с волком плюс 3. Ах да, не забывайте ресетить пояс. Ваш спецприем отлично с этим справляется. Пару слов про тот самый первый матчап, при котором важен показатель баланса. Не думаю, что есть смысл объяснять, в чем преимущество повышенного баланса при игре против абсолютно такого же перистого меча. Я лучше скажу о том, что в случае размена спецприемами нужно нажимать R1 позже противника, и тогда размен будет в вашу пользу. Спецприем перистого меча фактически является горизонтальным ударом, поэтому тайминг этой атаки можно немного менять. Делать ее чуть-чуть быстрее или наоборот медленнее, если просто снять таргет и менять направление удара в одну или другую сторону. Если ролл-кетч пройдет удачно, то будет шанс провести еще одну полную комбинацию. Если обратить внимание на анимацию удара R1 перистого меча, то можно заметить, что он делает шаг вперед, что увеличивает радиус удара данного оружия. Момент шага, а соответственно и радиус самого удара, можно контролировать. Для этого всего лишь нужно бить без таргета в сторону противника, затем в тайминг отвести атаку назад и снова вперед.
Таким образом получается удар на месте. Возможность пусть и немного, но контролирует радиус своего оружия может быть довольно полезной, особенно если противник вас спейсит. Существуют некоторые матчапы, в которых перистый меч показывает себя крайне плохо. Это кастеры, арбалет и так далее. В числе неприятных матчапов для перистого меча также находятся и билды с щитами. Основной проблемой является то, что после попадания нейтральной родины атакой по щиту, противник сможет вас ударить, если вы попытаетесь прожать спецприем, даже если с дедангом. Тем не менее, все еще можно продолжить вторую R1 атаку и выйти в размен в свою пользу. Также опасность могут представлять бэкстебы. Их можно избежать либо прожиманием спецприема заранее, либо самому пытаться наказать противника за бэкстаб своим бэкстабом. Самые большие проблемы у перистого меча, конечно же, против кастеров, арбалета и тесака, поскольку его спецприем сбивает вашу нейтральную R1 атаку и тому подобное. Еще может быть крайне сложно с саблями, хотя я бы не назвал это контрпиком. И, конечно, щиты, но с ними мы уже разобрались. Если вы видите, что оппонент использует что-то из вышеперечисленного, и ваш оппонент явно не выглядит идиотом, будьте готовы свапнуть другой сетап. Рекомендую иметь при себе в запасе хотя бы два, например, тесак или гатарды со щитом Черного Рыцаря. Хотя стоит отметить, что, например, в билд Едалай гатарды не входят. Хардсвапы на перистом мече не настолько эффективны, как, к примеру, на клейморе. Однако самый простой хардсвап на тесак Демона Ворона или любой другой кинжал после проведения комбы может быть весьма полезным. Подведем итоги. Перистый меч, вероятно, самый сильный билд с исключительно тяжелым оружием. Он не забанен на всех адекватных турнирах и имеет много преимуществ по матчам по сравнению с другими сетапами. Однако имеет большие проблемы со всеми S-тир билдами и может иметь некоторые сложности с билдами А-тиров. В этом ключе, если вы планируете побеждать топовых игроков, я бы сказал, что вам лучше пересесть на что-то повыше тира. Например, сабли, гатарды и так далее. На этом все. Становитесь сильнее. И помните,